Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и вечное бесплатное обслуживание. Всем привет, меня зовут Сергей Нелло, и вы на канале Не Ноль. Я уже на протяжении, наверное, серии 20 как собираю эту разобранную машину, но вот практически в самом финале приходится ее опять разбирать. И, в общем-то, это все связано, наверное, с многими нелюбимой темой электрики. Я поставил в эту машину мотор V6 Twin Turbo и сделал полный привод. И основным донором для этого послужила японская машина, GDM-овская, это Mitsubishi Legnum. Соответственно, это праворукая машина. А Eclipse даже на японский рынок шел леворукий. Ну и как-то негоже быть леворукой машины с правым рулем. Но, в общем-то, если механический руль остался на месте, то вся электрика, конечно же, до текущего момента здесь была именно от Legnum. То есть вся проводка здесь сейчас праворульная. И с этим связано очень большое количество проблем. Дело в том, что косы, печки, все развернуто в другую сторону. Да? То есть, как бы, если на правом руле водитель сидит там, то на левом руле водитель сидит здесь. И все устройства зеркально отображены в одном кузове относительно другого. Соответственно, мне сейчас придется каким-то образом поменять эту картину. Мотор здесь уже работал, я ее заводил не один раз, ездил, все красиво. И вот это основная моторная коса, которая находится под капотом и проходит через моторный щит в салон. Соответственно, там стоят мозги, там стоит соединение с остальными косами. И еще несколько вспомогательных кос, которые идут через крылья. Вот они у праворукой и леворукой машины, они отличаются. И, соответственно, мне надо будет подружить косу блока управления двигателя с леворукими косами, которые я возьму, скорее всего, от европейского галанта. Благо, что хоть какая-то универсальность в машинах Mitsubishi мне позволит не сильно заморачиваться. Но, честно говоря, все равно нюансов будет очень много. Также мне предстоит перенести аккумулятор. Я, в принципе, на начальном этапе уже и не планировал оставлять аккумулятор вот в этом штатном для него месте. И впуск делал с учетом того, что аккумулятор будет находиться в багажнике. Поэтому все, что для этого нужно, тоже придется сегодня сделать. Ну и что всегда отличало машины GDM рынка от всех остальных? Конечно же, богатость их комплектации. Если на простой машинке для Европы, для Америки стоят крутилки управления печки, механическое все, то на GDM Legnum стоит климат, блок управления электронный. Ну, конечно, это 2000-е годы, это не современный всеми управляемый климат, но все же это все-таки какой-то, какой ни есть, но климат-контроль. И хотелось бы его внедрить в эту машину, потому что все остальные узлы позволят сделать это и избавиться от этих крутилок. Но помимо нюансов с электрикой возникает масса механических проблем. А именно с тем, что все управление печкой построено на тросиках и тягах, что, соответственно, надо будет поменять и переделать на электрические сервоприводы. То есть вот эта вся система должна стать электрической, а не механической. Для этого придется искать донора, с чего это все брать. Но начать мне все придется именно с вот этой моторной косы, потому что, во-первых, ее надо разместить под капотом, всю
привести в достаточно новое состояние. Это все-таки все бэушка, то есть перемотать, перебинтовать по новой, уложить в новые гофры, ну и, соответственно, найти место в моторном щите, куда ее засунуть, через которое ее засунуть в салон. Такого места, в принципе, практически нет. На Легнуме я в свое время спилил с донора, с того кузова, вот такую вот закладную. Именно через него проходит основная проводка с моторного щита. Вот эта резинка, она там крепится. И я вот хочу повторить ровно такое же крепление. И единственное место, которое позволяет это сделать достаточно комфортно, это вот где-то вот здесь между вакуумником и тросиком газа. Примерно вот за той трубкой впуска. Там надо будет сейчас подразобрать все и уложить. Штатно на Эклипсе проводка моторная проходит вот с этой стороны. С левой, с водительской, с пассажирской. Но тянуть туда даже такой длинный жгут как-то совсем не хотелось, потому что вести ее через весь моторный отсек будет крайне проблематично. Вот здесь стоит вторая турбина, и проводка, получается, пройдет либо за ней, либо над ней. Ну, в общем, это такое горячее место, и не хотелось бы переходить на ту сторону. Поэтому придется сверлить моторный щит с этой стороны. Да, пронизывать вот всю эту массу проводов через вот это ушко от иголки, конечно, еще то удовольствие. Я не знаю, почему трудно было в оригинале разместить все разъемы последовательно друг за другом, чтобы можно было вставлять эту проводку более-менее нормально. Но дело в том, что в отличие от оригинального прохода в Легнуме, который тонкий, мой находится в несколько широком месте. То есть у меня два слоя металла, они не рядом, они немножко расходятся. Но другого места у меня просто нет. И это затрудняет вытаскивание и вставляние проводки еще больше. Но, в общем-то, она здесь, в салоне. Но в целом все получилось достаточно в оригинальном виде, как со стороны салона, так и со стороны моторного щита. Единственное, что я сделал не так, как на заводе, это я поставил не закладные, а поставил туда шпильки. Ну, шпильки будут надежнее, и мне и долговечнее, с ними удобнее будет работать. А так, в принципе, вся изоляция, она вся осталась в действующем варианте. Металл не контактирует с проводами и ни в коем случае не сможет с ними контактировать за счет этого резинового демпфера, резиновой подушки. Теперь, когда эта злополучная коса уже в салоне, можно заняться самой печкой. Она находится над этой проводкой, и установить вентилятор печки, испаритель кондея, ну и, в общем-то, радиатор самой печки, то есть весь комплекс блоков. Ну и здесь опять на помощь приходит европейский Гаоланд. Его блоки управления уже с сервоприводами. Ну и, соответственно, как направлен он так же, как и на леворуком Эклипсе. В отличие от зеркально направленного Легнума, где вот вентилятор печки ровно зеркальный, отображен относительно блока печки от леворукой машины. То есть все абсолютно как в зеркале отражается друг на друга. Ну и, соответственно, все элементы управления, все выходы и входы на проводке также у них различные. Поэтому и косу под торпедную придется ставить европейскую. Ну, как ни крути, всегда выходит что-нибудь, что не позволяет без перерыва собирать машину. То есть, то приходит какие-то запчасти неправильно, то не приходят они вовремя. И для того, чтобы место на подъемнике не простаивало, а позволяло что-то еще заработать в этот момент, пока ждешь эти запчасти, приходится собирать машину, заводить ее, складывать весь хлам, все запчасти вовнутрь и выезжать. Ну а чем же я был занят
в то время, пока машина стояла на улице, можно посмотреть на моем телеграм-канале, также на канале Дзене. Я туда выкладываю все свои сюжеты, которые обычно во всех соцсетях хранятся там день или несколько. На канале же в Телеграме они хранятся постоянно. Туда всегда можно зайти и посмотреть все то, чем я занимаюсь в промежутке между видео. Потому что не всегда получается снять полноценное видео, но какие-то короткие сюжеты я снимаю. Так что переходите по ссылке, подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Вообще, на самом деле, хорошо, что я ее выкатил на улицу. По крайней мере, та вековая пыль, которая была на ней, она хоть немножечко собьется снежком и помоется кузов. А то уже уж страшно было на нее смотреть. Столько лет стоит все-таки в помещениях. Так что снежок будет как чистящий элемент. Но сейчас, пока аккумулятор еще не в багажнике, а места под капотом для него нет, придется его установить навесным монтажом для того, чтобы хоть как-то переехать, а не толкать ее. Вообще, конечно, когда поносишься с этими свинцовыми классическими аккумуляторами, сразу вспоминаются литиевые, маленькие, хорошенькие, легкие. Но не все с ними так просто. Я еще впоследствии попытаюсь поднять эту тему про маленькие литиевые спортивные аккумуляторы, но сейчас надо завести то, что есть. Ну вот, времяночка, аккумулятор на моторе, но, по крайней мере, передвигаться возможно. И капотик даже можно будет немножечко прикрыть, чтобы было видно, куда ехать. Ну, вот такая вот получится машина. Сейчас посмотрим, как она заведется. Стояла она все-таки здесь недельку. Вот, полная набита теми запчастями, которые я из нее недавно вытащил. Сейчас опять их придется вытаскивать из машины, потому что проводить все остальные провода, печки еще предстоит впереди. Вот это все, место пусто. Но сейчас надо ее завести. Ой, места мало. Когда же я уже наконец поставлю нормальную сидушку вместо вот этой коробки? Я думаю, должен в этой серии успеть уже. Да, сидеть здесь, конечно, совсем неудобно, но, по крайней мере, уже нет моторной косы, которая мешалась в ногах. Так, где мой ключ? Вот где-то здесь. Ну что, пробуем. Вот зажигание есть. Ну и что, она завелась. Это радует. Но она не должна была не завестись. Все-таки машина собранная, рабочая. Так что сейчас поедем в бокс. Да, жиганить я, конечно, пока не могу. У нее отключена система охлаждения, не подключены вентиляторы. И вообще я слил охлаждающую жидкость. Ну так, только чтобы туда-сюда немножечко проехать. Ну, вроде как что-то там побуксовало. Ну, по крайней мере, она жива, это уже круто. Уж и не помню, когда последний раз ставил климат-контроль на Eclipse, но точно помню, когда ставил первый, где-то в начале моего канала, там в году так 2008 или 2009, есть пару видео, как раз я только поставил этот климат-контроль, игрался с настройками. Кому интересно посмотреть историю, отмотайте на начало видосов, там штук 300, и увидите. Ну а сейчас-то вроде как, конечно, установил, хотя не без нюансов. Все три блока встали, конечно, в свои места. Единственный нюанс, конечно, отливки у Eclipse и у Galant чуть-чуть разные. Где-то пришлось подложить шайбы, где-то пришлось подкрутить винты. Ну и не обошлось еще без одной засады. Досталась мне печка с одним обломанным ухом. Но, в принципе, учитывая, что глобальное крепление
между собой блоков и к моторному щиту достаточно крепкая. Но если вдруг у кого-то есть от европейского Галанта вот этот распределитель печки, где стоит радиатор печки, то напишите в комментах, я бы купил бы нормальный на всех ушках, пока у меня все разобрано. Конечно, держаться будет, но не хотелось бы сделать все по-культурному. Кстати, сам радиатор печки здесь от Eclipse, пришлось его приколхозить, потому что выход шлангов немножко другой. Ну а сейчас тот самый момент, когда можно вытащить старую праворульную косу и попробовать впихнуть леворульную косу. У нее большинство блоков слева, вспомогательные справа. У праворукой все наоборот. Так что сейчас посмотрим, как это получится. Ну, надеюсь, что после этого она не перестанет заводиться. Все, установил. Можно заводить. Да, конечно. Прокладывать ее еще прокладывать. Когда есть шанс чему-то пойти не так, он обязательно случится. Один из, наверное, из сотни случаев, когда подторпедная коса для Галанта не имеет блока климат-контроля, а имеет вот эти крутилки механические. И, конечно же, первой косой, которую я запихнул и проложил, и подключил, оказалась именно та коса, у которой нет просто разъемов для климат-контроля. То есть ставим вот этот блок климат-контроля, вот у него два разъема, и на косе, на той, которая под механический кондиционер, нет этих двух разъемов. Ну и, соответственно, пришлось еще один раз все вытаскивать, еще один раз все прокладывать. Ну и, в общем-то, теперь я все разместил. Коса встала, я ее еще не крепил на подвесы, которые хочу снять со старой косы Eclipse. Ну, то есть пока расположил, подключил все потребители, источники, соединил все косы, вот так, чтобы попробовать завести все это хозяйство, запустить. И сейчас попробую, что же из этого получится. Ну что же, момент истины. Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и вечное бесплатное обслуживание. О, климат-контроль заработал, это радует. Приборка не работает. О, регулируется даже. Ну вот тот самый блок климат-контроля, вот он подключился. Печка дует. Сервоприводы вот двигаются. Ну, то есть климат-контроль живет. Это уже хорошо. Но приборка не горит. На самом деле надежды на то, что все сразу запустится с первого раза, было практически-то и не было. Я даже помню, когда я поставил просто тупо все легнумовские косы, и то смог ошибиться в каком-то разъеме, и она завелась не с первого раза, пришлось перепроверить проводку, и тогда уже все сработало. Но в этом случае меня смущает не то, что я подключил разъемы неправильно, хотя тоже мог ошибиться, а вот эта вот релюшка, которая висит на проводке. Это релюшка от какой-то старой сигнализации, которая стояла на галантовской проводке. Ну и явно она что-то здесь разъединяет. Скорее всего, просто она отсоединяет мозги, систему зажигания. Так что сейчас вскрою эту релюшку и поставлю там перемычку. Я думаю, машину угнать очень просто. Да, потом это надо все повырезать отсюда. Хотя может оставить, может для новой сигналки тоже пригодится. Так, черный провод с черным проводом. Надо просто Опа. О, приборка ожила. Ну вот, я же говорил. Так, ну что же, дубль 2. Приборочка загорелась. О, что-то схватило. Но дальше не берет.
Звуков топливного насоса я не слышу. Ну, в общем, топливный насос у меня не работает. По какой причине, я пока не знаю. Но еще выгорает у меня один предохранитель. Предохранитель, который на освещение как бы салона. Ну, там еще много чего нацеплено от диагностического разъема OBD до там, резервного питания мозга. Что он сгорает? Я вам скажу, все очень просто. Я, конечно же, сунул какой-то разъем не туда. Но сейчас я его вытащил, и успешно все заработало. Но это полбеды. Сейчас надо разобраться с топливным насосом. Точнее как, я не буду разбираться с топливным насосом, пока у меня нет правой косы, которая идет через правое крыло из моторного отсека в салон. На этой косе у меня стоят дворники, ну еще какая-то штука там типа поворотники, в общем, датчики АБС. В общем, мне эту косу надо еще подключить. На ней еще разъемы, которые соединяются вот с текущей косой подторпедной. Ну и, соответственно, у меня коса, которая уходит к топливному насосу, она от Легнума. В принципе, для запуска топливного насоса нужен один провод, да, там, и масса и плюс. Но почему-то плюс не приходит. Где-то я либо напортачил. Ну, в общем, сейчас я просто напрямую подам на топливный насос плюс. Если он заработает и машина запустится, значит, ну, все нормально, значит, потом буду искать в спокойном ритме, рассматривая схему, куда же я делал плюс от насоса. В общем, плюсик. О, загудел. Насос работает. Отлично. Теперь можно попробовать оттянуть машину. На насосик опять принудительный 12 вольт. Он жужжит. Включаем машину. Опля, все работает. Даже на газ реагирует. Теперь, в принципе, можно было бы уже поставить сидушку в салон и даже проехаться на этой машине. Но мне надо переносить аккумулятор в багажнике. Для этого я взял вот такой вот провод. Это КГ-50, 50 квадратов. И сейчас я его потащу через весь салон в багажник, а там уже делать крепление для аккумулятора. В моторный отсек плюсовой провод я провел через стандартный проход, там же, где и вся силовая коса проходит с блока предохранителей. Сначала было желание просверлить моторный щит. Такое стандартное решение, но здесь как-то она красиво улеглась, и ей хватило места. И она прям в салоне выходит. Штатный порог, где лежит проводка. Правда, сейчас здесь проводки нет, поэтому силовой провод очень красиво и легко сюда вместился. Когда сюда добавятся провода, конечно, будет все более компактно, но надеюсь, что влезет. И теперь, когда плюсовой провод дотянулся до, собственно, конечного пункта, до багажника, вот где-то вот здесь будет размещен аккумулятор. Здесь еще не хватает одного важного узла. Вот здесь будет стоять бачок с моторчиками омывателя. Да, у Eclipse хитрая система. Вот здесь есть в заднем крыле пробка. Штатно стоит бачок для заднего стекла. Вот здесь, на это в кузов D31А, потому что второй бачок у него стоял под капотом. Сейчас под капотом места нет, поэтому надо будет взять бачок от D32 Eclipse, у которого оба моторчика в одном бачке, он такой большой, и он располагается вот здесь в нише, где стоит запаска. Запаски здесь не будет, здесь будет стоять аккумулятор. И вот сейчас, когда придется монтировать
туда в багажник аккумулятор, сразу вспоминается тот самый маленький литиевый аккумулятор. Это кроха, весит 2 килограмма, стартовый ток у него 480 ампер, а емкость 10 ампер-часов. Ну, то есть, в принципе, он прекрасно справится с этим мотором. И, кстати, его можно было бы разместить, в общем-то, и под капотом. Он такой маленький, что влез. Можно разместить в ногах пассажира. Тоже было бы прекрасное место, не надо было тащить до багажника. Но этот маленький литиевый аккумулятор является, в общем-то, спортивным инвентарем, и для обычной гражданской машины, ну, не слишком-то он подходит. На него очень накладываются большие ограничения, во-первых, по внешней температуре. То есть в мороз он как-то лучше его не переохлаждать до низких температур, а бывает до минус 30, и это, соответственно, для него уже будет критично. Стартовый ток у него отличный, он прокрутит практически любой мотор, но емкость достаточно маленькая, то есть долго крутить этот мотор не получится. В общем-то, конечно, существуют такие версии аккумуляторов достаточно большие, но они в любом случае поддерживают ту же технологию и также имеют большие ограничения. Если у кого-то есть опыт эксплуатации подобных аккумуляторов, напишите в комментариях. Самое главное, конечно, вот этих маленьких, но и литиевых вообще в принципе. Ваши отзывы, как на ней гражданская машина каждый день работает, заводится ли в морозы. В общем, все возможные отзывы. В общем-то, если бы мне надо было разместить этот литиевый аккумулятор здесь в багажнике, то я бы просто сделал бы 2 отверстия закладные, и вот он отлично бы здесь встал. Мало места и вообще никаких проблем с установкой. Но мне же предстоит поставить штатный, обычный, полноразмерный аккумулятор, свинцовый, без всяких извращений, который весит на 20 килограмм тяжелее, и габариты его, конечно, совсем уже не такие маленькие. Под него придется делать какую-то площадку, на которой он будет стоять, соответственно, в какой-то пластиковой поддоне, да, и укрепеж, который его будет крепить. Но для этого придется тут немножечко все порезать. Большой аккумулятор сюда просто так не влезет. Подминать или резать заднюю стенку этой ниши я не очень-то хочу, потому что там с другой стороны у меня стабилизатор, выхлоп и все остальное. Поэтому придется подпилить вот этот кронштейн и сдвинуть аккумулятор сюда. И как бы до вот этого резервуара под моторчики омывайки попытаться уместить аккумулятор. В принципе, я уже такое решение делал, оно вмещается. Но здесь у меня нет самого бачка, нет ориентира, по которому размечать. Поэтому придется делать как-то так вот по тем ушам, которые есть, по тем ушам крепления, которые есть здесь на кузове, как раз уши этого бачка. И надеюсь, что я не ошибусь. Так что начну пилить. Разрезав эту нишу под запаску, я понял, что столкнулся с еще одной засадой, которой не было до этого. Я никогда ни в один свой проект, ни в одну свою машину не ставил вот этого длинного 27-сантиметрового штатного аккумулятора. Во всех своих машинах, во всех своих проектах я всегда ставил коротенькие, вот эти 24-сантиметровые. Во-первых, он на порядок легче при одинаковой практически емкости и стартовом токе. Ну, то есть никакой нужды вот в этой громиле нет. Но дело в том, что мы его уже купили заранее, и я всячески пытался отстучать эту нишу, чтобы уместить вот этот здоровый аккумулятор, но никак он туда не влезает, что ни делай. И поэтому придется делать площадку под вот такой вот поменьше. Но на самом деле, наверное, все, что не делается, то к лучшему. И это есть повод задуматься о том, чтобы приобрести аккумулятор какой-нибудь сухой технологии. Тот же литиевый, там, гелиевый. Все-таки аккумулятор становится частью салона в багажнике, и надо как-то обезопасить себя.
Напишите, какой аккумулятор вы бы порекомендовали мне установить, без разницы какой технологии, просто какой аккумулятор, по вашему мнению, вот по вашему опыту, стал надежным по жизни. Напишите в комментариях, и если по возможности, напишите там цену или ссылку, где его приобрести. Более короткий аккумулятор прекрасно разместился на площадке и влез во все зазоры. Длинный не умещался вот в эти отливки. Для крепления его, в принципе, я изначально взял какие-то штатные варианты. Ну вот, например, вот такой, не самый красивый, либо вот такой, уже прям посимпатичнее, как штатный. Либо сделаю вообще какой-нибудь свой. Не знаю, какой аккумулятор будет в итоге, но, в общем-то, вид крепления от этого, может быть, даже еще изменится. Ну, а теперь же надо перейти к передней части машины для того, чтобы сделать плюс там и всю расплюсовку под капотом. А под капотом надо этот пришедший из багажника плюс куда-то закрепить и соединить с остальными потребителями этого плюса, которые раньше были подключены непосредственно к самому аккумулятору. Ну и, соответственно, закрепить, расположить новый блок предохранителей, то есть сделать для него кронштейны, и как раз расплюсовку построить на каком-то блоке, который позволит потом прикуривать это все дело, то есть должна быть какая-то клемма здесь под капотом. Есть, конечно, и на японских машинах аккумуляторы сзади, в багажнике, но почему-то все решения по всяким клеммам, проводам с японцев, они безумно дорогие, то есть вот хоть убей, не пойму. При этом есть Audi, Volkswagen или BMW, у которых тоже зачастую аккумуляторы в багажнике, и есть хорошие, красивые, готовые блоки, которые располагать можно под капотом, где делать расплюсовку. Но в данном случае я взял вот такой вот блок от Audi. Он из себя представляет вот такой закрытый блок с крышечкой. То есть открываешь, а там внутри вся расплюсовка. То есть приходит плюс, уходит плюс и распределяется по нескольким источникам. Еще, в принципе, можно поставить предохранители первые силовые. И тут же есть клемма, к которой можно потом прикуривать эту машину. То есть открыл капот, никуда не лезешь на какие-то там багажники и прикурил машину. Ну, если вдруг она села, машина-то все-таки бывает, что... Такой же есть блок от BMW, более интересный в плане того, что у него вот эта клемма на прикуривании выведена подальше. Впоследствии я заказал и BMW-шный блок тоже, он тоже придет, я его покажу в следующий раз. Но сейчас я буду все-таки строить все на этом. Он мне больше всего понравился своей компактностью, вот такой плоской организацией. И вот его надо будет где-то здесь сейчас разместить, сделать под него кронштейн, ну и, соответственно, свести туда все плюсы. Еще один шаг на пути эволюции подкапотного пространства этой машинки пройден. Новые узлы, новые блоки заняли место на своих местах, на своих новых местах. И, на мой взгляд, все смотрится достаточно симпатично, не потусторонне, а достаточно оригинально. Блок от Audi, который распределяет плюс под капотом, вот так вот теперь будет находиться. С этого контакта можно будет сюда прикурить. Единственное, что я пока
не знаю. Это, может быть, поменяю вот этот входящий провод с аккумулятора с исходящим дальше на приборку. То есть поменяю их местами, то есть разверну с той стороны. Ну, это так, надо пережить с этой мыслью, а потом уже делать решение. Ну что же, наконец-то у меня есть сиденье. Как же здорово сесть в машину. Да, сегодня я сделал очередной этап долгого пути, но я уж избрал такой путь, который рассказывает каждую мелочь во время его прохождения. И уж кому это не интересно, ну, увы и ах. Но, может быть, кому-нибудь будет полезно, поэтому там не забывайте хотя бы лайки ставить по этому поводу. Ну, а, в общем-то, вопрос всей этой эпопеи встал несколько в другом. А именно, надо теперь выбрать два глобальных пути развития этого проекта. Выбрать приборку от Eclipse или выбрать галантовский Optitron. На самом деле, я, конечно, за Optitron. Он прикольный, красивый, более-менее современный, чем вот это старое говно от Eclipse. От этого зависит вообще весь дальнейший процесс построения. Если глобальные косы у меня есть, глобальные косы это галантовские, то теперь все вспомогательные элементы, все элементы управления в зависимости от выбранного пути можно будет построить либо на косах от Eclipse, либо на косах от Галанта. И вот эти два глобальных пути надо выбрать, потому что оба они связаны с большим геморроем, с большими переделками и сочленениями кучи проводки, но какой-то из них оптимальнее в одном, другой оптимальнее в другом. Самый длинный льготный период в стране по кредитной карте Альфа-банка и вечное бесплатное обслуживание. Но есть в этих приборках одна сложность, а именно габариты эклипсовой приборки, а она родная от эклипсовой торпеды, они несколько меньше, чем у Галанта. И, соответственно, чтобы поставить галантовский Optitron, надо будет делать какую-то переходную рамку, которую, в принципе-то, можно сделать. Делал такое не раз, но, в общем-то, это отдельная заморочка. Так что не все так просто. Но зато Optitron же красивый. Ну, а на ваш взгляд, какой выбрать путь? Выбрать путь Галанта или Eclipse? Напишите в комментариях. Это очень важное решение, которое надо принять. Если у кого-то есть вопросы, пишите в комментах обо всех запчастях, которые я применяю, необычных запчастях, номерах этих запчастей. Я, конечно же, все отвечу в виде видео-ответов, которые будут размещены на моем дополнительном канале NeoFAQ. Подписывайтесь на этот канал, там всегда видео-ответы на ваши интересные комменты. Так что все там, welcome. Ну, а на сегодня это все. Впереди меня ждет еще не одна серия. Потихоньку этот проект соберется. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Не забывайте про всяческие донаты. Они помогут поддержать в текущих условиях канал. Всем удачи, всем пока.